Как выбрать напольное покрытие? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Выбираете напольное покрытие для дома, коттеджа или офиса. Здесь очень важно грамотно учесть все свойства материалов и особенности их эксплуатации. Предлагаем рассмотреть популярные виды напольных покрытий для квартиры, дома или коммерческих помещений, а также узнать все достоинства и недостатки данных материалов и их оптимальную область применения. Почему так важно правильно выбрать напольное покрытие? Выбор материала для укладки на пол имеет большое значение, ведь это окажет существенное влияние на общее оформление интерьера. Плюс к этому пол подвергается постоянным нагрузкам в процессе эксплуатации, поэтому к его поверхности предъявляются определенные требования по части прочности, износостойкости и устойчивости к загрязнениям. Все это делает подбор напольного покрытия довольно непростой задачей, в которой нужно учесть множество составляющих. Сегодняшний рынок предлагает широкий выбор покрытий для пола, отличающихся дизайном, технологией монтажа, долговечностью и другими характеристиками. Постараемся разобраться, что учитывать при выборе таких материалов и для каких помещений лучше подойдут те или иные покрытия. На что обратить внимание при выборе напольного покрытия? Помещения могут характеризоваться довольно разными условиями, начиная с микроклимата и заканчивая проходимостью. Все это нужно принять во внимание, выбирая напольное покрытие. Есть несколько основных факторов, которые необходимо учесть при покупке материалов для пола. Внешний вид. Напольное покрытие должно гармонировать с общим дизайном интерьера. Более того, нередко именно пол задает тон всему оформлению. Износостойкость. Если материал окажется недостаточно устойчивым к стиранию, то он быстро утратит свои потребительские характеристики. Здесь нужно ориентироваться на проходимость помещения. Устойчивость к влаге. Для пространства с повышенной влажностью подойдет не каждое напольное покрытие. Если вы планируете ремонт ванны или отделку санузла, это нужно обязательно учитывать. Простота монтажа. Данный фактор имеет особое значение для тех, кто планирует делать пол самостоятельно, не имея личного опыта в строительной сфере. Однако и всем остальным тоже стоит о нем помнить, ведь чем сложнее монтаж покрытия, тем это обходится дороже. Безопасность. Здесь важны несколько составляющих: экологичность материала, его пожаробезопасность и травмоопасность. Под последним понимается риск получить травму на данном покрытии, например, если оно может становиться очень скользким при попадании на него воды. Долговечность. Срок службы разнотипных напольных покрытий может отличаться в разы, хотя некоторые из них поддаются реставрации. Удобство в уходе. Данный критерий будет особенно важен при выборе материала для помещения, где предполагается частая уборка, например, для прихожей. Возможность реализации теплого пола. Если вы хотите обладать в квартире подобной опцией, нужен соответствующий материал. Подогрев и повышенные температуры выдерживает не каждое покрытие. Соотношение цена-качество. Если бюджет ограничен, а вам хочется купить как можно более качественный материал, то этот фактор станет одним из ключевых. При отделке жилого помещения вы можете разнообразить интерьерный дизайн, выбирая для каждой комнаты собственное напольное покрытие или даже комбинируя разные материалы в одном помещении. А можно пойти другим путем и выполнить везде пол в едином стиле из одного материала. В последнем случае при выборе покрытия следует ориентироваться на помещение с наиболее сложными условиями эксплуатации, например, кухня. Виды напольных покрытий для квартиры, коттеджа, офиса, магазина. Для обустройства пола сейчас разработано большое количество материалов и технологий. Рассмотрим наиболее известные и востребованные напольные покрытия, их свойства, преимущества и недостатки. Массив дерева. Половая доска – классическое напольное покрытие, которое в том или ином виде используется веками. Это однослойный материал из массива дерева, универсального и живого материала. В дорогом варианте из дерева ценных пород. Плюсы – натуральность, экологичность, хорошая теплоизоляция, универсальный природный дизайн, который сочетается практически с любым интерьером, комфортные тактильные ощущения, долгий срок службы при правильном уходе до 25-30 лет и более. Минусы – уязвимость к влаге и загрязнениям, сложность в уходе, пол приходится пропитывать различными средствами от влажности, плесени, насекомых и так далее. Горючесть материала. Довольно высокая стоимость, особенно при использовании древесины ценных пород. Дерево – красивый и теплый природный материал, позволяющий создать настоящий домашний уют. Отличный вариант для квартиры или коттеджа.
Паркет – стильное и эффектное покрытие, которое относится к элитарным напольным материалам, о чем свидетельствует и дорогой торжественный вид пола, и его стоимость. Материал является двухслойным, нижний слой основы изготавливается из толстой фанеры, а верхний декоративный – из натуральной древесины, в том числе и ценных пород. Паркетные плашки бывают разной геометрической формы, что позволяет создавать на полу рисунки и узоры из элементов разных фактур и оттенков, что придает полу еще более изысканный дизайн. Плюсы – аристократичный и благородный внешний вид, комфортный теплый пол, очень долгий срок службы – до 40-50 лет и более при должном уходе и своевременном ремонте. Минусы – сложный уход за покрытием, необходимость в регулярной обработке защитными средствами, воск, масло, в периодическом ремонте. Довольно сложный монтаж, после которого покрытие нуждается в шлифовке и лакировке. Чувствительность к переменам влажности и температур, уязвимость к механическим повреждениям, царапины, следы от мебели. Также в числе недостатков паркета можно назвать высокую стоимость. Это один из наиболее дорогостоящих напольных материалов. Используется в дорогих домашних и премиальных офисных интерьерах. Пробковое покрытие. Пробковый пол – еще один вариант для ценителей природных материалов. Покрытие изготавливается из пробковой крошки, которая под прессом склеивается собственной смолой. Плюсы – красивая природная текстура, отличные характеристики тепла и шумоизоляции, всегда комфортная для тела температура пола и очень приятные тактильные ощущения. Легкая амортизация во время ходьбы, устойчивость к повышенной влажности, простой уход. Минусы – низкая износостойкость, поэтому материал не подходит для помещений с большой проходимостью. Невысокая механическая прочность. На покрытии могут оставаться следы от мебели, женских каблучков, когтей домашних животных. Достаточно высокая цена. Пробковый настил поставляется в рулонах или плитах. Срок службы материала – 7-15 лет. Это идеальное покрытие для некоторых помещений в квартире или коттедже, где особенно важен домашний уют. Ламинат – это искусственная альтернатива паркету, отличающаяся гораздо более доступной ценой. Материал выполняется в виде паркетных плашек, досок или плит и состоит из нескольких слоев. Основой является плита МДФ, оснащенная специальной подложкой и покрытая сверху декоративным и защитными слоями. Дизайн материала может имитировать не только натуральное дерево, но и камень, гранит, кожу, ткань и другие текстуры. Плюсы – огромный выбор вариантов оформления, что позволяет подобрать покрытие под любой интерьер. Сравнительно простой монтаж при грамотно подготовленном основании. Может обладать хорошей износостойкостью в зависимости от класса. Длительный срок службы при правильной укладке и эксплуатации. Отличное соотношение цена-качество. Минусы – высокая чувствительность к влаге, за исключением вариаций на ПВХ-подложке. Возможность вздутия покрытия при ошибках укладки. Слабая звукоизоляция. Есть ограничения по сплошному беспороговому монтажу. Наличие в составе смол фенола и формальдегида, поэтому экологичность покрытия хуже, чем у натуральных материалов. Ламинат универсален, подходит для укладки в бытовых помещениях при ремонте офисов или магазинов. Главное – подбирать покрытие с соответствующим классом износостойкости, соблюдать технологию монтажа материала и правильно за ним ухаживать. Линолеум – это основной конкурент ламината в сегменте бюджетных напольных покрытий. Изначально этот рулонный материал был полностью натуральным и представлял собой джутовую ткань, пропитанную древесными наполнителями и смолами. В настоящее время наиболее популярен недорогой синтетический линолеум на основе ПВХ. Он бывает однослойным или многослойным, оснащенным тепло- и звукоизоляционной подложкой. Плюсы – огромный ассортимент вариантов дизайна, рисунки, узоры, текстуры и так далее, включая имитацию естественных материалов. Хорошая шумо- и теплоизоляция, легкий и простой монтаж. Устойчивость к влаге, позволяющая его использовать в любых помещениях. Удобство и простота в уходе. Демократичная цена, долгий срок службы. Минусы – чувствительность к низким температурам, неудобная транспортировка, возможность усадки при длительном использовании, из-за чего иногда расходятся швы. Высокая пластичность, на поверхности могут оставаться следы от ножек мебели. Из-за синтетики в составе уступает по экологичности натуральным покрытиям. Материал может быть трех видов – бытовой, полукоммерческий и коммерческий, в зависимости от степени износостойкости. При правильном подборе покрытие может успешно использоваться не только в домашних помещениях, но и в магазинах или офисах. Керамическая плитка.
Будучи прочным и износостойким материалом, кафель активно используется в качестве напольного покрытия. Он не боится влаги и воды, поэтому часто применяется для туалета или ванной, ремонте кухонь и входных групп. Плюсы – широкий выбор оформительских решений, прочность и износостойкость, невосприимчивость к влаге и гигиеничность, устойчивость к перепадам температур и высокая теплопроводность, благодаря чему плитку хорошо использовать при ремонте балкона или лоджии, а также в системах теплый пол. Долгий срок службы, ценовая доступность. Минусы – холодный материал, по которому крайне некомфортно ходить босиком. Уязвимость перед ударными нагрузками, может раскалываться. Покрытие бывает очень скользким при намокании. Керамогранит. Керамогранитное покрытие – более прочный аналог кафеля, отличающийся увеличенными размерами и толщиной плиток. Еще одно отличие – керамогранит прокрашивается во всю глубину, а не только сверху, как кафель. Материал обладает отличными параметрами морозостойкости и износостойкости, поэтому отлично подходит для неотапливаемых помещений, офисов и магазинов с большой проходимостью. Также покрытие успешно используется в квартирах и коттеджах. Плюсы и минусы практически те же, что и у кафеля. Исключение – керамогранит очень устойчив к любым повреждениям, легко выдерживает ударные нагрузки. Кварц-винил. Кварц-виниловое покрытие изготавливается на основе смеси ПВХ и кварцевого песка. Выполняется оно в форме плиток, декоративное оформление напоминает ламинат. Плюсы – множество вариаций дизайна, высокая прочность, устойчивость к стиранию и повреждениям, устойчивость к влаге и загрязнениям, хорошая тепло- и звукоизоляция, экологичность, гипоаллергенность, долгий срок службы. Минусы – тщательная подготовка основания, достаточно высокая стоимость. Кварц-винил универсален и подойдет практически для любого помещения. Наливной пол. Покрытие выполняется с использованием самовыравнивающихся полимерных составов. После заливки состава и его застывания образуется ровная глянцевая поверхность. Плюсы – красивый дизайн с вариациями по цветовым оттенкам, имитацией изображений, устойчивость к влаге и полная герметичность, исключающая затопление соседей, устойчивость к стиранию и повреждениям, простота в уходе и долгий срок службы. Минусы – трудоемкий процесс подготовки и монтажа, высокая стоимость работы и самого покрытия. Ковролин – это рулонное синтетическое покрытие, по своей структуре напоминающее ковер. Достаточно комфортный для босых ног напольный материал с хорошей тепло- и звукоизоляцией. Его свойства и характеристики во многом зависят от основы – шерсть, джут, полиэстер, нейлон и другие. Достоинства и недостатки ровно такие же, как и у обычных ковров. Что стелить на пол в различных помещениях? Прихожая. Здесь ключевые требования к покрытию: износостойкость, влагостойкость, удобство в уборке. Подойдут наиболее прочные и практичные материалы: керамогранит, кафель, ламинат высокого класса, полукоммерческий линолеум, кварц-винил. Гостиная. Это визитная карточка дома, поэтому на первый план выходит эстетика. Наиболее подходящие материалы – массив дерева, паркет, ламинат, наливной пол, дорогой ковролин. Кухня. Ключевые факторы для выбора – устойчивость к влаге и загрязнениям, практичность и простота в уборке. Оптимальные варианты покрытий – кафель, кварц-винил, линолеум, наливной пол. Ванная комната и санузел. Покрытие должно быть устойчивым к влаге, воде и перепадам температур. Для установки подходят кафельная плитка, керамогранит, кварц-винил, наливной пол. Спальня. Ощущение уюта, тактильный комфорт и экологичность – главные критерии выбора. Напольные покрытия для спальни, половая доска, паркет, пробковый настил, ковролин. Детская. Безопасность, экологичность, тактильный комфорт и практичность. Массив дерева, пробка, кварц-винил, натуральный линолеум, ковролин. Для коммерческих помещений, офисов, магазинов напольное покрытие нужно выбирать с учетом проходимости и практичности. Керамогранит, коммерческий линолеум, ламинат высокого класса. Для премиальных интерьеров в элитных офисах с учетом соответствующего дизайна, презентабельности, престижности. Ссылка на статью в описании. Надеюсь, вам понравилось это видео. Напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.